Его принес не аист, а тот, кто был ответственный за его дальнейшую судьбу с той самой минуты, когда он появился в животике у мамы. Его нашли не в капусте, а в оставленной коробке под палящим солнцем на улице города Москвы во время аномальной жары. Еще пахнущего домом, но уже задыхающимся от жары и от плача, пытаясь обратить на себя внимание сотни пар ног вечно спешащих по своим делам москвичей. Да и кого сейчас удивит писк выброшенных щенков на улице? Да и кому какое дело до них, когда столик заказан в ресторане или по телевизору очень скоро начнется твое любимое ток-шоу? Если бы не волонтер, проходящий мимо, малыши так бы и задохнулись в коробке, и, возможно, на следующее утро их кто-то все же заметил бы, крепко прижавшись друг к дружке с застывшими открывшимся ротиками, которые уже не издавали бы никаких звуков. Их прилежно выбросили бы в мусорный бак. Улицу надо держать в чистоте. Цветочки, газончики. Вот что нужно, а не маленькие тельца со смертельно застывшим ужасом на мордашках. Но мы не прошли мимо, все же надеясь, что люди рассмотрят повнимательнее тех, кто очень хотел жить и просил их о помощи. Мишико. Наш настоящий ангел. Такой светлый с невидимыми крылышками на спине. Он настолько благодарен за свое спасение, что никогда не капризничает, как это делают залюбленные, в хорошем смысле слова, детки дома. Ведь, несмотря на юный возраст, Мишико все понимает. Поэтому ловит каждую минутку ласки, которой ему так не хватает. Садится к нам на коленки и звенит своим тоненьким сладким голоском, рассказывая нам истории на только ему известном языке. И только почувствовав нашу ласковую руку на своей головке, сразу же успокаивается, прячет свою головку нам под руку и тихонько сопит. А нам становится тепло. Тепло от того, что хоть на короткое мгновение мы можем подарить Мишико иллюзию, что мы его мама. И, несмотря на то, что у нас уже рука затекает, мы не можем побеспокоить нашего ангела. Ведь мы понимаем, что это малыш, у которого никогда не было мамы, и он, даже не зная, что это такое, лишь интуитивно просит этой ласки. Он интуитивно ищет теплые руки. Он интуитивно понимает, что чего-то ему так остро не хватает. А понять не может, потому что ему ни разу не доводилось называть кого-то мама. Мишико и слова-то такого не знает, потому что у него ее нет и некому говорить мама. А когда он просыпается, мы любим молча за ним наблюдать, как он смешно, фыркая, вылазит из-под нашей руки, куда во время сна залез еще поглубже. Как будто пытался залезть к нам в карман, чтобы быть поближе к нам, чувствуя в полную силу человеческое тепло. Мы любим наблюдать, как Мишико радуется и одновременно удивляется каждой мелочи. Он видит чудом зеленые деревья, сбитую сапогом травинку, толстого смешного жука, неуклюже упавшего на спину. Все те мелочи, к которым мы сами привыкли настолько, что перестали их замечать. И вместе с Мишико мы тоже начинаем смотреть на них заново, иначе, вместе с ним разделяя его маленькие чудеса. Мы на мгновение становимся его мамой, к которой бежит ребенок с какой-нибудь фигулиной, которую он увидел впервые и спешит нам ее показать. А мы, подыгрывая нашему мальчику, хвалим за находку и сразу же поощряем его конфеткой в виде лакомства. А когда нам надо прощаться, Мишико все понимает. Он пытается найти еще какую-нибудь фигулину, чтобы задержать нас еще на чуть-чуть. Он пытается залезть к нам на руки, чтобы снова свернуться клубочком и заснуть рядом с нами. Потому что он очень не любит оставаться один. Возможно, он все еще помнит ту самую коробку и тот страх, когда сотни пар ног проходили мимо и никто не откликнулся на его плач. Поэтому Мишико перестал плакать. Он лишь смотрит печальными глазами на нас, понимая, что его ожидает очередная ночь, где ему будет отведена роль взрослого. Ведь он должен будет успокаивать своих сестричек от ночных кошмаров, забывая о том, что он тоже совсем еще ребенок, которому очень нужна мама.
Мишико 3,5 месяца, весит 11 килограммов, будет среднего размера весом около 20 килограммов. По результатам осмотра ветврача клинически здоров, с пытливым взглядом умных глаз, с черной мордой, белой манишкой и очень красивой и нежной тигровой шерстью, которая на спине немного кудрявится, напоминая гребень риджбека.